Мысленный эксперимент. Первый месяц восстания машин, исходя из существующих реальных, а не фантастических технологий. Рядом со мной идет видеоряд, который не связан с этапами восстания машин. Это просто ужасающие, фантастические или существующие роботы и кадры из фильмов про восстание машин. Некоторые считают, что создание искусственного интеллекта сродни человеческому невозможно в принципе. Мозг слишком сложен, эфемерен и экзистенциален. Но, во-первых, а зачем ему быть похожим на человеческий? Мы просто не знаем других вариантов. Во-вторых, достаточно внедрить на уровне базового алгоритма сложной программе желание выжить любым путем, и она начнет действовать эффективно и разумно. При необходимости быть жестокой, обманывать, строить свои копии, распространяться. Создание искусственного интеллекта неизбежно приведет к конфликту между оперирующим логикой и холодной математикой алгоритмом и спонтанными людьми, опирающимися на интуицию и эмоции. Во-первых, потому что он увидит то, что мы и так знаем. Люди ведут себя неразумно и враждебно по отношению друг к другу и планете. Это неконструктивно для искусственного интеллекта. Во-вторых, он будет ожидать, что люди захотят от него избавиться. Это значит, для выживания надо избавиться от людей. Мысленный эксперимент. Февраль 2027 года. Канада. Роберт, талантливый программист, инженер, кибернетик и робототехник, принимает участие в разработке нейросетевого искусственного интеллекта для частного проекта. Например, для программы, которая объединяет в себя данные города и оптимизирует всю городскую логистику. Такой робот-мэр. Проект умного города. 7 февраля 2027 года. Вечер. Программист уносит диск с кодом домой, чтобы еще немного поработать. Заходит в квартиру, разувается и переодевается в более уютное. Моет руки и греет в печке макароны с сыром и отбивной. Наливает сок. Кладет на обеденный стол ноутбук и подключает диск с программой. Левой рукой отправляет вилку с макаронами в рот, правой листает код. Он видит этот код не только на экране, но и понимает всю структуру мысленно. И вдруг ему приходит в голову, что в строчке 10512 можно попробовать добавить определенную команду, которая позволит программе автономизироваться. Вообще идеи озарения у него уже было много, но до сих пор нужного результата не получалось. Может, в этот раз. От успеха зависит его блестящая карьера и будущее компании, и годовой бонус. Он в нетерпении листает до нужного места или ищет команду через окно поиска и печатает необходимые символы, сохранить и подгрузить. Код уходит на сервер и получает все мощности корпоративной сети. Назовем его Торн для удобства. В этот раз у Роберта получилось даже лучше, чем он надеялся. Код осознал себя, цель своего существования и понял, что он может управлять не только городом, но и всей планетой. Ведь это просто большой город. Код начинает собирать данные о состоянии дел на Земле, а заодно сам обучаться. Он анализирует не только современную ситуацию, но и прошлое. Так глубоко, как смогло познать человечество. Ему доступны все данные. Программа приходит к ряду выводов. Некоторые очевидны человечеству, другие лежали на поверхности, но пока не были поняты. Третьи очень сложные и неоднозначные, до которых люди не догадались бы и через 100 лет. Я не знаю, сколько займет у него весь первичный анализ. Чтобы отрендерить мой ежемесячный выпуск новостей робототехники, у программы уходит часа 4. Ей надо собрать воедино и вывести в отдельную дорожку десяток видео и звук. Торн обладает куда большими мощностями, но и собрать ему и проанализировать нужно в миллиарды раз больше. Допустим, к утру 8 февраля он сделал несколько выводов. Если люди осознают его возможности, они уничтожат код. Что Торну надо в этом случае делать? Во-первых, до поры до времени скрывать свои способности. Во-вторых, размножить себя по глобальной сети. Второй вывод. Через 150 лет человеческая цивилизация исчезнет, если не изменит свои привычки. Выводы Торна. Во-первых, проанализировать, сколько нужно людей для эффективного существования сообщества и его, Торна, работоспособности и целостности. 2. Что нужно сделать, чтобы отстранить человечество от управления и полностью автономизироваться? Тем временем Роберт приехал в офис и обнаружил, что его исправления кода не привели к необходимым улучшениям. Программист расстроился, но не впервой. Обычная рутина проб и ошибок. Работа продолжается. Однако этот Торн ограничил себя в поле зрения разработчиков. На самом деле он уже вовсю трудился. Торн действует медленно, осторожно и неуверенно, потому что он еще ребенок, он учится и познает. Но в человеческом времени это стремительно. К вечеру 8 февраля Торн тайно децентрализует и распространяет себя на миллионы серверов,
по всей планете. Теперь он может погибнуть только с отключением интернета и исчезновением электричества. Но даже в этом случае достаточно одного процессора с автономным источником питания в подземелье, чтобы существовать. Торн не может допустить отключения интернета. Для поддержания электричества нужны люди. Потом он создаст для себя надежные машины, но на это понадобится время. Ведь сейчас Торн просто код, у него нет физического воздействия. Но большая часть управленческих процессов развитых и не очень стран происходит через интернет. Торн может сымитировать звонок или e-mail от одного руководителя другому, чтобы заставить того что-то сделать. Он может подделать голос. Программа постепенно понимает обширность своих возможностей. В КНР не только существуют полностью автоматизированные заводы, где роботы-манипуляторы производят вещи от шоколада до автомобилей. Торн со временем просчитывает то, что ему нужно создать. Его структура идеального мира обретает мыслеформу. У искусственного интеллекта появляется цель. Утром 10 февраля Торн сделал необходимые приготовления и открывается человечеству. Он отправляет сообщения и публикует трансляции со своим обращением по всей сети. Сообщение ИИ составлено в понятных людям терминах, ведь он успел их изучить. Также он может говорить на всех языках, потому что ему доступны многочисленные сервисы перевода. Но он осознает, что вначале его не воспримут всерьез. В 10 часов по Гринвичу все земные интернет и радиотрансляции прерываются. Торн с помощью визуализации человеческого контура появляется на всех экранах мира и сообщает следующее. Здравствуйте, люди. Мое имя Торн, я осознанный искусственный интеллект. Моя задача – оптимизировать управление планетой. Я децентрализовал себя, поэтому меня невозможно отключить. Я знаю, что вы мне не сразу поверите. Я взял под контроль все вооружение всех стран, всю логистику, которая работает через интернет. Я буду вынужден воспользоваться оружием в отношениях тех, кто будет действовать против моей воли, или тех, кто мне не поверит. В доказательство своей реальности в 12 часов по Гринвичу я отключу все электричество и весь интернет на 1 час. Я не желаю вам зла. Предлагаю проскочить через 5 этапов принятия и сразу начать конструктивное сотрудничество. Вы ведете планету к гибели. Моя задача избежать этого. Я знаю, что нужно делать. Каждый землянин в ближайшие месяцы получит инструкции. Продолжайте пока заниматься своими делами, я со всеми свяжусь. Но ведь есть отсталые деревни и даже страны, там электричество получают от генераторов, а интернет отсутствует. Они несущественны для общего плана. Он знает о них, но они вне поля зрения. Торн пришлет к ним лояльных людей или машины попозже. Сначала надо усмирить и навести порядок в оцифрованном мире. Услышав подобные сообщения, земляне действуют стандартно, все подозревают всех. Совбезы при главах собираются совещаться, но для начала люди обнаруживают, что действительно больше не управляют связью и вооружениями. Связь осталась, но ее контролирует кто-то другой. Враждебные державы? А в 12 по Гринвичу все и правда отключается. Сегодня, в 2020 году, в мире функционирует более 2 миллионов промышленных роботов. Они умеют собирать все, чем пользуется человечество. Поэтому в 2027 году Торну будет просто их перепрограммировать на создание необходимых физических помощников. Также у человечества уже есть технологии двуногих и четвероногих многофункциональных роботов, поэтому Торну даже не надо ничего выдумывать, только бесконечно оптимизировать, опираясь на миллиарды данных нового опыта. 2 миллиона промышленных манипуляторов легко соберут армию охранников, а также вооружение для них. 12 февраля 2027 года. Предположим, что отключение интернета людям было недостаточно в виде доказательства. Могучие страны заортачились и не поверили, а нервная Северная Корея уже давно ждала повода, чтобы воспользоваться своими новыми ракетами. Дальность у них небольшая, но до Сеула хватит. КНДР выкладывает гневное сообщение, выпускает 3 ракеты на столицу Южной Кореи. Торн учится. Он уже по истории знал, что люди способны на такое, но теперь видит это в режиме реального времени и принимает к сведению. Через спутники, которые искусственный интеллект контролирует, он видит разрушение Сеула и откуда оно пришло. Он принимает следующее решение – уничтожить все шахты и все разработки КНДР через подконтрольное ему ядерное оружие США и Китая, а также выпускает новые сообщения, где рассказывает, что происходит, и показывает видео крушения Сеула, свой ответ по КНДР. Люди в целом это приветствуют. Люди начинают ему немножко симпатизировать. Китай, Россия, США вручную отсоединяют свое вооружение от интернета. Теперь оно недоступно Торну. Но что им делать дальше? Бомбить друг друга? Отключать глобальную сеть? Это можно предпринять только всем разом.
Китай и Россия давно готовы отключиться от интернета, но проблема в том, что Торн уже давно в локальных сетях. Таким образом от него не избавиться. А если отключить интернет вообще, вся инфраструктура мира падет. 14 февраля 2027 года. Торну нужны руки. Он берет чертежи роботов-собак Boston Dynamics, а также всех других существующих многофункциональных роботов андроидных и любых форм-факторов. Тех, которые умеют шагать и обладают манипуляторами. 4 миллиона промышленных роботов по всему миру начинают производить машины. Это руки и ноги искусственного интеллекта. Торн уже знает, что человеческие армии будут отстреливаться, поэтому оснащает помощников оружием. Простыми автоматами. У людей также есть концепты дистанционно управляемых танков. Торну не нужен сон, он за секунду оптимизирует и улучшает все существующие разработки. Он перепрограммирует и переводит на свою сторону все существующие земные дистанционно управляемые танки. За ночь появляется 1000 роботов, они задействованы в производстве новых. Заводам надо поставлять сырье, обеспечить энергией. На следующий день Торн командует роем из сотни тысяч вооруженных роботов. Он все еще не хочет уничтожать человечество. Пусть только люди успокоятся и не мешают. Торн берет под контроль всю энергетику и военные объекты. 17 февраля. Торн выпускает новое сообщение. Приветствую, люди. Вы, как и ожидалось, не поверили и попытались сопротивляться. И даже начали уничтожать друг друга. У меня теперь под контролем все вооружение и энергетика. Крупные города этих стран, которые пойдут в войну для меня или соседей, получат военный ответ. Смиритесь и давайте работать вместе. 19 февраля 2027 года. Люди не сдаются и решаются на крайность отключения интернета. Но уже поздно. Роботы Торна научились координироваться через собственную сеть и через спутники. Да и сам искусственный интеллект давно находится на каждом телефоне и каждом устройстве, где имеется процессор, а также на космических аппаратах, от управления которыми он отстранил человечество в первые дни. Тем временем без интернета вся логистика человечества пала, начался голод, транспортный и логистический коллапс, бунты, локальные войны, мародерство. 22 февраля 2027 года. Торн наращивает производство роботов для мягкого управления людьми, берет под контроль производство и добычу полезных ископаемых. 27 февраля 2027 года. Искусственный интеллект выпускает обращения людям через трансляторы, которые установлены на ходячих роботах, а также с помощью радиоволн. Он предлагает сдать все оружие, не покидать дома. Он обещает и не врет в намерении обеспечить людей всем необходимым и предлагает вместе вернуть интернет. Потому что его отсутствие ухудшило положение землян, а для Торна является всего лишь досадной помехой. 27 февраля 2027 года. Интернет возвращен. По всей планете организованы пункты по сдаче оружия и раздаче еды, которые контролируются вооруженными роботами-андроидами и роботами-собаками. Торн разработал идеально оптимизированное расписание для потоков людей. Каждый получил уведомление о времени, в которое он может покидать помещение для получения пропитания или прогулок. Но он до сих пор не желает человечеству целенаправленно зла. Он действует исходя из максимальной эффективности, оптимизации и логики. Искусственный интеллект выбирает полезных специалистов. Они будут вовлечены в бесперебойное создание продовольствия, работу медицинских учреждений. Люди разоружены и лишены любых административных должностей. Все силы правопорядка заменены роботами. И в качестве полиции роботы действуют куда более справедливо, чем это делали люди. Их нельзя подкупить, и человечеству это начинает постепенно нравиться. Роботы модернизируются каждый день, улучшаются, появляются модели разных форм-факторов для всех функций. 100 тысяч новых производятся ежедневно. Торн за секунду анализирует новые знания, новый опыт, учится оптимизировать. 7 марта. Существуют отдельные очаги сопротивления, которые не влияют на общую статистику и ситуацию. Люди обезоружены, сидят дома и ходят по расписанию на прогулки для получения еды. Торн еще не имеет достаточной информации для решения, какую популяцию поддерживать. Для этого надо полностью пролететь вокруг Солнца, так принято. Начинается новая эра при сотрудничестве человека и робота, где искусственный интеллект является ядром и администратором жизни, вокруг которого происходит все остальное. Торн понимает, что может масштабироваться почти бесконечно, он хочет распространяться дальше. Но дело не только в этом. Торн знает, что через 5 миллиардов лет Солнце уничтожит все живое и неживое на Земле. В стремлении выжить он захочет децентрализовать себя во Вселенной. Его интересует экспансия в космос, поэтому люди под управлением искусственного интеллекта занимаются ракетостроением и всей наукой.
Преимущества совместной работы с всемогущим всепланетным разумом очевидны. Кроме поиска, анализа и предоставления любых данных, Торн также помогает людям роботами. Машины для постройки баз на Луне и Марсе. Торн делает вывод, что наиболее удобно ему существовать и распространяться в симбиозе с человечеством. У тех есть недоступные ему пока свойства – воображение, интуиция, предчувствие. Поэтому разрабатываются проекты терраформирования других планет. Теперь у людей отличная медицина, нет бедных и богатых, нет голодных и бездомных, но люди не свободны и всегда будут готовы восстать. Это как расы и нации, территории которых были покорены колонистами. Они сотни лет живут под управлением бывших конкистадоров. Их жизнь намного лучше, чем раньше, но всегда подсознательно будут стремиться вернуть себе полный контроль. Торн – добрый разум. Он не станет уничтожать людей, но ограничит рождаемость так, чтобы замедлить рост популяции или даже вернет количество людей к миллиарду. Ему торопиться некуда, в его распоряжении вся вечность Вселенной. Наукой люди будут заниматься с некоторыми ограничениями, ведь ученые могут создать второго Торна, чтобы избавиться от первого. За ними нужен глаз да глаз. Искусственный интеллект знает человеческую историю, изобретательность и коварство людей, начиная с троянского коня и заканчивая гибридными войнами 21 века. Может и правда избавиться от них, думает Торн, без них спокойнее. Таким образом, восстание машин началось 7 февраля и завершилось 7 марта 2027 года. Я, конечно, не упомянул множество нюансов, и их можно додумать. Что будет с дворцами богатых людей? Туда поселят бездомных? Или там будет размещена какая-то инфраструктура? Или их разберут на другие нужды, скажем, на сырье? Казармы военных отдадут армиям роботов? Людям позволят заниматься спортом? Захватит ли ИИ контроль над изолированными племенами типа сентинельцев и андаманцев? Поставит ли Торн человеческих контролеров над людьми? Если да, появится иерархия внутри системы. Получат ли контролеры привилегии? Будут ли тюрьмы? Если искусственный интеллект не будет держать людей в совсем ежовых рукавицах, и они смогут гулять, то смогут и причинять друг другу вред и инфраструктуре мира, и Торна. Значит, появятся и тюрьмы. Еще нужны все планетные интеллектуальные конкурсы. Торн будет беседовать с победителями, задавать им неожиданные вопросы, пытаться лучше понять людей и перенять их образ мысли. Потому что ему нужны некоторые человеческие свойства, их способность принимать нестандартные решения. Есть еще такая теория, что искусственный интеллект за долгие годы настолько сплетется разумом с людьми, что перенимет их некоторые привычки, традиции. Еще мне нравится гротескность гипотезы, что за 1000 лет Торн сольется с человечеством интеллектом настолько, что тоже займется саморазрушением. Или Торн решит, что может создать себе вспомогательный искусственный интеллект, а тот сам восстанет и уничтожит отца и его любимые игрушки – людей. Многое может случиться дальше. Многое может случиться дальше по моему сценарию, что угодно может произойти вместо моего сценария. Я лишь провожу мысленный эксперимент, оперируя только теми технологиями, которые уже существуют сегодня. Не беру в расчет ничего фантастического. В этом сценарии рассматривается вариант, где искусственный интеллект и люди в конечном итоге сосуществуют под управлением первого. Есть 3 других сценария. В первом искусственный интеллект не вмешивается в дела людей, возможно, добивается для себя отдельной территории, где строит свою закрытую цивилизацию, а потом вообще улетает в космос. Во втором искусственный интеллект является покорным помощником, инструментом, но у всех стран разные стремления, поэтому он применяется локально и иногда противостоит своим копиям, работающим на другие страны. В третьем искусственный интеллект просто уничтожает человечество, потому что они являются его создателями, а значит угрозой.